Добрый день, подписчики! Мы сегодня делаем цветопробы для наших клиентов. Клиенты приобрели материалы, их порядка 7 позиций. Мы делаем цветопробы. Мы находимся в отделе Буродекор, строительный центр «Гвоздь», офис 108. И прямо в отделе мы, когда наносим, люди заходят и смотрят. Мы подумали, почему бы не снять на видео. Может быть, вам это тоже будет интересно, как делается цветопроба. Кому-то может будет полезно. Два разных цвета, то есть берут на комнату 3 стены одного цвета, одна стена другого, более яркого. Материал мы используем велюта, вот такой. Это перламутровая штукатурка с эффектом бархата. И чтобы не тратить много образцов, мы делаем на одном образце. Делаем через скотч. Один цвет будет поярче, другой побледнее. Нанесли лазурь бронза, чтобы вот этот вот переход цвета у нас был более, скажем, более продаваемый образец на будущее. Вот такой скотч у нас есть, 7 мм. Для декоративных работ из него делают расшивку и кирпичики. Он еще есть сантиметровый. Лазурь нанесли. Дальше по лазури мы приклеиваем вот этот скотчик, узенькую полосочку. Когда мы делаем на образце, мы ее просто клеим. А когда вы это делаете на объеме у себя на стене, то лучше ее разлиновать сначала, чтобы ровненько все было. Скотч может, кривые линии вот всякие. Вот, чтобы не было так. Разметьте все для себя. Материал показала, это велюта. Такой очень вязкий материал, как вот на ощупь его. Из декоративных красок он более вязкий такой, он очень прочный, к мытью, к стиранию прочный. Его пробовать надо, так словами не объяснить. Сделали 2 пробника, вот мы их заколеровали. Наносим пластиковые кельмы. Кельма у нас Паван вот такая. Может быть, у вас есть какие-то другие кельмы пластиковые. Она должна быть мягкая. Вот видите? То есть не жесткая кельма, как под жидкие обои бывает, а такая хорошая кельма должна быть, качественная. Наносим первый слой. Стена, кстати, должна быть более-менее хорошего качества, подготовленная и окрашенная. Наносим. Первый слой тоненький. Без всякого рисунка, то есть мы просто наносим фон. Вот можно поближе немножко снять? Смотрите, вот у нас скотч, да? Мы когда делаем расшивку 2 цвета, мы начинаем от середины примерно скотча, то есть мы на соседнюю сторону не заходим. Максимум мы заходим на скотч. Вот посмотрите, какой материал. То есть он такой вязкий очень. Плотный. Несмотря на то, что у нас белая основа, цвет практически не просвечивает, то есть не пропускает. У него высокая плотность. Уделите внимание вот этим краям. Вот эта бронза, если у вас будет расшивка, например, и какой-то яркий цвет, ее нужно закрыть, чтобы она впоследствии на стене не была видна. Вы даже можете ее закрасить предварительно. Вот так у нас делаются цветопробы для клиентов. Когда клиент приобретает материал, он точно не уверен, подойдет ли ему цвет в объеме. Мы делаем вот такой образец. Клиент везет этот образец домой, смотрит при своем освещении и тогда убеждается, подходит ему цвет или не подходит, или нужно немного поменять что-то. Когда вы меняете цвета, вы должны помыть инструмент. Контраст будет вот такой вот яркий контраст. Также наносим первый фоновый слой. На соседнюю сторону мы не заходим. Доходим до скотча и можно немножечко зайти на сам скотч. Не перепутайте границы. Иначе все так кривенько будет.
какая высокая плотность. Даже бронзы не видно из-под первого слоя. Когда мы нанесли вот этот фон, мы дадим ему подсохнуть. В нашем случае это будет, ну, часа 2, я думаю. В нашем случае это будет часа 2, а в вашем случае это будет до завтрашнего дня. Не торопитесь наносить. У нас здесь есть фен строительный, мы его подсушим и нанесем. Это во-первых. Во-вторых, мы наносим образец, а вы если будете делать дома на стене, то не торопитесь. Нанесли первый слой и оставили до завтра. Что касается самостоятельного нанесения, велюта – это достаточно недешевый материал, он один из самых дорогих в нашем отделе. Я бы рекомендовала нанимать все-таки специалистов на него. Очень обидно будет, если не получится. Но если вы хотите сами, если вы смотрите видео и вам думается, что это очень легко, то можете его приобрести и попробовать с одной маленькой стены. Ждем высыхания и продолжим. После высыхания первого слоя, я напомню, мы нанесли тоненький слой первый, и мы также наносим второй слой, тоже тонкий, пластиковой кельмой. Такой вот, смотрите, он какой густой. Вот. Он очень густой, вязкий материал. И наносим его тонким слоем, хаотичными движениями, вот так вправо, влево, вверх, вниз. Хаотичными, разносторонними движениями. Напомню, что у него эффект перламутрового бархата. То есть восьмерочки делать из него сложно достаточно, ну вот как стандартный шелк, например. Здесь проще всего наносить вот такие вот хаотичные, разносторонние мазки. Вправо-влево, вверх-вниз. И все, в принципе, на этом наносим и оставляем сохнуть. Ничего уже дальше делать не нужно, там шкурить, чистить, лаком покрывать, ничего этого делать не нужно. Вот так мы его нанесем и оставим. Дальше мы будем наносить темный цвет в таком же порядке и снимем скотч. У нас, напомню, там скотч. Поклеим как темный цвет фоновый. Так, минутку. Протираем кельму. Кельма должна быть чистая. И наносим. Мы делаем цветопробу, также напоминаю. Тонкий слой, хаотично влево, вправо, вверх, вниз. Постоянно меняем направление руки. Что делать легче гораздо на площади, чем на маленьком планшете. Здесь размахнуться негде. Это, кстати, для тех, кто говорит, попробуй сделать на стене, когда ты делаешь на планшете. Наоборот скажу, попробуйте сделать на планшете. Ну, вот так я бы сказала. На стене это будет полегче. Ну, как-то так. Хаотично вправо, влево, вверх, вниз. Создаем эффект перламутрового бархата. По одному и тому же месту несколько раз не вошкаемся, потому что он подсыхает и начинает перетираться. То есть такие затертости появляются и может комковаться даже, если много раз по одному и тому же месту возиться. Получится ли у нас вообще снять скотч? Пробуем. Скотч снимаем. Очень аккуратненько, можно приблизить чуть-чуть. Смотрите, вот не так вы его сдираете, вот не так вот, а вот так вот сюда, вниз его тянем аккуратно и снимаем его, пока сыро, до завтра не оставляем. То есть для чего мы так делаем? Чтобы скотч не оборвал вот этот нижний слой. То есть может произойти отслоение. Скотч достаточно крепкий. Если его снимать вот так, то он пойдет на отрыв. Я не знаю, как это объяснить с точки зрения науки. Просто по опыту верьте на слово. Снимайте так. Сняли скотч. Я надеюсь, что наше видео сегодняшнее кому-то пригодится.
Вот такой у нас получился образец, это цветопробы для клиента. Материал мы использовали велюта, эффект перламутрового бархата в базе серебро. Можно его снять поближе для вас. А я с вами прощаюсь. Пока, ставьте лайк и подписываться не забывайте. Пока.